Трое упадает в 4. А почему не наоборот? Просто в этом случае именно трое нуждаются в упадке. Вначале именно так и происходит, когда непроявленное должно сконцентрироваться или собраться для того, чтобы стать проявленным. Появляется точка, как начало отсчета. Это и есть трое, которые стремятся к проявлению. Не форма стремится стать формой, непроявленное стремится стать проявленным. А далее происходит как раз наоборот, когда форма или 4 будет одухотворяться и утончаться до состояния троя. Поэтому есть период, когда трое упадает в 4, и есть период, когда 4 вновь становятся 3. Если сущность способна нести естество во всех проявлениях, трансформациях и корреляциях, значит и в человеке она действует. Как это происходит? Вначале необходимо, чтобы исполнилась формула Адверза, или, другими словами, упасть до дна и ощутить свое невежество ко всему, к миру номинальному, который проявляется причинами, а причины – следствиями. Для того, чтобы человек начал проявляться или трансформироваться, необходимо то, что в нем это будет делать. Невозможно изменить то, чего нет. То есть сначала естество наполняется светом до предела. Тогда появляется сущность, которая не только сохраняет это естество, но и может излучать его. Так человек становится разумным. Что есть форма лученосности? Свет, как сущность, в своем естестве становится лученосностью. Форма лученосности есть сознание. Сияющее яйцо в себе троичное. А кто эти трое? Эти трое и составляют зерно духа. Эти трое в сияющем яйце – искры разума. Атомический луч как проявляется? Атомический луч проявляется дифференциацией. Атомический луч проявляется через тройной аспект – создатель, охранитель и разрушитель или возродитель. Возродитель чего? Формы или материи? Он дает импульс или потенциальную силу для создания новой комбинации материи. Он охраняет или несет сущность атомического луча, что есть атом, и разрушает форму любую, создавая или возрождая разумность в любом состоянии материи или формы. Хиранья-гарбха, оно связано с эго. Да, Хиранья-гарбха связано с эго. Если эго имеет бесчисленное прогрессирующее воплощение, то именно Хиранья-гарбха, которая содержит Брахма или коллективный символ 7 вселенских сил, дает начало жизни эго. 7 внутри и 7 вовне. Как это понять, что они солнечные и лунные? Потенция становится нуменом. 7 внутри или солнцем, а 7 вовне – феноменом или луной. 7 внутри – это солнце, 7 вовне – луна. Луна дала форму, а солнце дало жизнь этой форме. Форма разума – это семилучевая звезда. А в человеке есть такая форма? Космический человек в виде семилучевой звезды отображен в человеке в виде его центров. Каждый центр соответствует определенному лучу или иерархии. Иерархии именно разумных сил. Форма разума в человеке выражена мудростью во всех действиях, поэтому оккультная цель есть сохранение разума. Год по Калачакре – черный заяц, открытие познавательных способностей. А как их открывать? Чтобы подойти к правильному пониманию неданы года черного зайца, нужно знать его принцип, его свойства, его силу. Эта сила заключается в том, что заяц символизирует смерть, с одной стороны. С другой стороны, эта смерть соответствует просто прошлым знаниям, потому что
если заяц не умрет, то есть в этом году, если мы не умрем, то есть если мы старый мир не оставим в покое и не начнем познавать новый мир, то мы не построим нового будущего. Вот в этом и есть суть и смысл этого года, который, перерождая нас, потому что каждая смерть – это перерождение, перерождая наше сознание, которое способно будет синтетически мыслить. То есть должна появиться собственная индивидуальная мысль, которая способна будет нас привести к самосовершенствованию через познание бытия. Познавательные способности открываются, когда время и пространство приобретают совершенно иное значение и размеры. Сознание расширяется при познании прямого знания. Когда новое напряжение не будет утомлением, а оно будет обновлением. И тогда дух, стремясь ввысь, удерживает оболочку, не боясь прошлого. Открываются познавательные способности улучшением своих мыслей и побуждений. Так можно обогнать карму. Четвертое посвящение. Оказывается, это распятие. Тогда значит, Христос достиг четвертого посвящения? Четвертое посвящение – это символ жертвы ради всего человечества, приводящее к гармонии и устойчивости жизненного принципа. Она принимается как сознательное действие, без страха и упрека, ибо это освобождение от оков сансары. Четвертое посвящение – это символическое пояснение креста. Когда произошло отречение на 3 планах от жизни личности, это она распинается на каждом из них, и появляется четверица – чистый разум или совершенное знание, озаренное, исполненное любовью, целью божественного ума. Каждый может черпать из четверицы то, что ему доступно, согласно своей карме. Каждый может черпать не из четверицы, а из зерна духа, чтобы ему достичь согласия со всем космосом и с его законами. Из четверицы ничего черпать невозможно. Человек может черпать идеи из плана разума и творчества. Так он становится гением. Умственная природа, высший ум и абстрактное мышление чем отличаются? Умственная природа – носитель всей потенциальности разумного начала. Высший ум относится к огненной природе, к причинности бытия. Абстрактно-философское мышление умственной деятельности зависит от человека. Высший ум или божественный ум являет совершенное знание, озаренное, исполненное любовью. Абстрактное мышление способствует принятию или формированию этого высшего образа мысли. Оно развивает интуицию, а умственная природа оформляет эту мысль в действие разумное или служит этому высшему образу мысли или любви. 3 мира эксперимента ведут к свободе человека. Любого человека или только избранных, которые потом становятся посвященными? Каждому человеку в той или иной степени доступно достичь посвящения. Все зависит от устремления его духа сознания к абсолютной истине. Любой человек может стать посвященным, если имеет устремление и любовь к абсолютной истине. Сила мысли, осеянной любовью, беспредельна. Она может претворять приходящее в вечное. Если числа – разумные сущности, то пропорции чисел, которыми создается космос, что за сущности? Космос – не число. Вселенная – число и числа, ибо все имеет упадки на каждом плане вечной жизни или мира, как небытия, так и бытия. Если же мы представим число, которое являет луч, выходящий из точки, нумен, идеи, мысли, чувства, слуха, ощущения, осязания, вкуса, обоняния, в пропорциях или сочетаниях синтеза ощущений
выражается во множестве различных видов упадки. Числа – разумные сущности. Пропорции чисел, которыми создается космос, их форма, ибо ничто не обретает форму иначе, как только из божества, которое есть следствие числа. Как связано сердце Матрипадмы и сияющее яйцо? Как формула 3 упадают в 4. Когда сердце Матрипадмы раскрылось, то сияющее яйцо имеет возможность начинать сворачиваться. Как сияющее яйцо сворачивается, распространяясь молочно-белыми сгустками в глубинах матери, корня, растущим в недрах океана жизни. Трое в своем соединении дают импульс нумену в виде потенциальности движения в пространстве и времени. Так этим импульсом сияющее яйцо сворачивается и распространяется молочно-белыми сгустками в глубинах матери, корни, растущим в недрах океана жизни. Сияющее яйцо в себе троичное сворачивается, чтобы стать тремя. Тогда эти трое имеют свойство распространяться в глубинах матери. Как происходит это распространение? Когда трое становится четверицей, тогда возникает 7 или свет. Свет распространяется, и тьма исчезает. Живой Бог говорил через своего оракула человека. Такое знание бесценно, и отказано в нем будет только тем, кто высмеивал и отрицал его существование. Распространение света, как закона, растворяет тьму.